Как сделать игру в Соляру и не обосраться? Ну, вопрос, конечно же, важный и требует решения прямо сейчас. Я все еще абсолютно левый чел, который затирает про геймдев, но хотя бы уже есть 2 выпущенных проекта. И, о боже, чудо, они даже заработали денег. Удивительно, на самом деле. За несколько лет ведения своего канала я сформировал небольшое геймдев-сообщество на ютубе, ну и у себя в телеграме. В телеге там около 1000 человек и достаточно активный чатик. Туда каждый день пишут различные разработчики и делятся своими проектами, идеями и вот так далее. А я в крысу за всем этим наблюдаю. Ну и, естественно, также частенько я сижу на Reddit, где вижу различные публикации разрабов. И спустя какое-то время я выявил новенькие ошибки, которые совершают многие разработчики игрулек. И именно эти ошибки очень сильно вставляют палки в колеса во время всей разработки. И даже полностью убивают ваш проект. Как честно сказать, у меня уже были видосы, в которых я обсуждал проблему разработчиков, давал советы, говорил, что не нужно делать так, нужно делать так и бла-бла-бла. Если не смотрели, можете глянуть, но скорее всего вы их смотрели. Вот они. Короче, погнали с места в сраку, поэтому давайте начнем. Первое, что я заметил, это большинство попросту не воспринимает критику своего проектика. Некоторые разработчики вообще отвергают тот факт, что они создают что-то, ну, говях. Ну вот честно, если по факту. Да, конечно, для автора это не говях, а проект, который он вложил в душу. Но в силу отсутствия опыта многие попросту не замечают того, что замечают другие. Особенно частенько я это вижу на Reddit. Какой-то чел публикует видосы со своим проектом. Ему говорят, что что-то здесь не так. Плохо, вот плохо у тебя получилось, меняй. А он лишь тупо спорит в комментах и абсолютно никак не исправляется. И следующий пост от него выходит абсолютно таким же, все повторяется снова и снова. Он вообще не прислушивается к чужому мнению и к мнению потенциальных игроков, даже если это мнение более опытных людей. Он вот тупо словил гиперфикс на своих идеях и уверен, что он делает все правильно и не хочет ни на дюйм отступать, даже если он не прав. Хотя он же не понимает, что он не прав. Ну вот что тут делать? Плакать. Такой подходик губит ваши проекты. Ну честно, мужики. Если вы не открыты критике и вы не готовы признать, что все это время делали говно, ну далеко вы не пойдете. Знаете, критика, естественно, должна быть конструктивной, но иногда, если вам человек там 10-15 сказали, что ваш проект говях, даже не объяснив почему, то скорее всего ваш проект рили говях. Чисто вот по виду. Ну, с этим закончили, а теперь давайте затронем такую тему, как полное отсутствие уникальной идеи. Для первых игрулек, окей, простительно. Но только, конечно, если это не какая-нибудь огромная игра, в которой вы мутите уже год и более. Вы что, больной, что ли? Хватит, остановитесь. Во-первых, если в вашей игре отсутствует уникальная идея, то, простите, но вы совершили откладывание снаряда себе в штаны. Опять же, я вижу такое огромное количество базовых проектов, что прям жесть. У большинства идей из разряда «ну это будет хоррор», «ну это будет шутер», «ну это будет новелла». И все. Понимаете, чуваки, я понимаю, не всегда легко придумать что-то уникальное. Это как колесо изобретать. Но просто будьте открыты к чему-то новому и не бойтесь делать крутые развороты с вашим проектом. Главное, делать это не в конце, когда уж там все готово. С вашей игрой должно быть так, чтобы само описание идеи проекта заставляло игрока произнести у себя в голове: это что за хуйня? И даже не важно в каком контексте, нужно цепануть игрока, а уже потом заинтересовать. И именно уникальная идея вам в этом поможет. Я не говорю вам выдумывать какую-то новую механику или жанр. Да не. Придумывайте что-то абсурдное, смешное, совмещайте различные жанры, которые до вас никто не совмещал. Экспериментируйте, пробуйте. У вас может и не получиться даже с первым или со вторым проектом, но если вы продолжите в том же духе, будете экспериментировать и пытаться сделать что-то, ну, уникальное и интересное, то я уверен, что у вас все получится. Да, конечно, к моим 2 игрулькам, которые я выпускал, тоже может быть претензии, и не безосновательная. Где же у тебя тут уникальность? Ты чё, черт? Ну, во-первых, ее нету, говорю сразу, потому что эти 2 игры были сделаны чисто для видосов на ютубе, чтобы вот потом как-то вам говорить, сколько они там эти игры заработали, какие ошибки были совершены, как я это сделал, и бла-бла-бла-бла-бла. Ну, короче, чисто для контента. И, по сути, мне было вообще по барабану, сколько мне заработают эти игры. Они были склеплены мною на коленке буквально за парочку
месяцев. Мне, по сути, даже было абсолютно пофигу, как они продаются. Но иронично, они обе продаются весьма хорошо. Возможно, в них даже какая-то фишка, наверное, своя есть, но я хз. Для меня это прям вообще трэш, что я там намутил. Третья явная проблема — это полнейшее отсутствие желания развиваться в нескольких направлениях. Если вы инди-разработчик, то у вас задача какая? Ну вот такая, понимать абсолютно весь пайплайн разработки. Конечно же, я не говорю вам становиться гуру во всех сферах разом, так, не получится. Но базовые знания обо всем у вас должны иметься. Я уже это говорил и не раз, и просто вот еще раз это вам повторяю, потому что это правда важно. Я советую сконцентрироваться на программировании и 3D-моделировании, ведь это основное, что вам потребуется. А вот дальше уже потихоньку развиваться в графическом дизайне, чтобы мутить хороший и красивый UI, в саунд-дизайне, левел-дизайне, там, психология игрока, это уже к UX относится, и бла-бла-бла, вот это вот все тому подобное. Но главное — это программирование и моделирование, а уж потом идет графический дизайн. Вот эти три столпа и понимание 3 или 4 вот этих основных профессий даст вам очень широкий спектр выбора и возможностей. Да, вам предстоит очень долгий путь, это не годик и не 2, лет 5-6 работы, но это будет того стоить, уж поверьте. И в будущем это пригодится вам не только в геймдеве, а возможно даже где-нибудь и в жизни, в какой-нибудь другой сфере. Но, если вы думаете, что нейросеть вам поможет и теперь не нужно все это учить, то я вам соболезную. Боюсь, дальше некачественных нейрослопов вы не уйдете. Но если у вас есть понимание профессии и, что главное, опыт, то нейросети вам и правда очень помогут. Это факт, тут без вопросов. Далее, одна из самых важных и самых критических, наверное, проблем геймдев — это про творчество, а не про бизнес. И если вы так считаете, то это ваша остановка, парни. Прошу, выходите. Конечно, творчество должно быть в геймдеве, но отвергать бизнес-составляющую вообще категорически нельзя. Ну что, зачем? Хватит, остановитесь. Если вы не будете хотя бы минимально заниматься геймдевом как бизнесом, то вы можете случайно обнаружить, что все это время, а это может быть не год и даже не 2, это может быть лет 5 или 7, вы обнаружите, что все это время работали в минус. О как! А вот так, если вы не считаете нужной вам KPI, то обосретесь, понимаете? Если вы банально не знаете, сколько стоит ваш один рабочий день и сколько дней вы потратили на разработку, то с таким подходом вы никогда не построите что-то большее и навсегда останетесь инди-соло-разрабом. Вы должны платить себе зарплату, знать, сколько дней ушло на разработку и должны учитывать это в окупаемости вашего проекта. То есть, если ваш рабочий день стоит $50 и вы сделали игру там за 90 рабочих дней, то вы должны считать, что на разработку вы потратили $4500. Соответственно, игра должна будет заработать уже больше, чтобы просто окупиться, и только после этой суммы она начнет приносить вам прибыль, понимаете? И это я еще молчу про другие не менее важные KPI. Это просто вот самый базовый минимум, который вы должны начать делать вот уже прямо сейчас. И, естественно, вы не должны еще и забывать про диверсификацию рисков. Если вы делаете один проект, а он, не выстрелит, что тогда? Чем больше проектов в работе, тем лучше и безопаснее для бизнеса. Но это, конечно же, уже относится к тем, у кого есть деньги на проекты. Но вот вести второй проект параллельно, вы вполне себе, я думаю, можете себе позволить. Учитывайте, сколько вы потратили на покупку ассетов, взносы, реклама, если она была, сколько часов работали на проекте. Учитывайте зарплату другим людям, если вы у кого-то просили помощь. Вот без этого прям рили никуда. Вот мы и близки к концу. И, к сожалению, список на этом, честно скажу, не заканчивается. И большинство продолжают совершать и другие ошибки, о которых я говорил во многих предыдущих своих роликах. Раздувают проект до больших масштабов, не занимаются маркетингом, забивают болт на страничку и многое другое. Это правда проблема, и я не знаю уже, как ее решить. Я 1000 раз про это все говорил. Кто-то, может, послушал, кто-то нет. Но у 90, наверное, 5% или даже, наверное, 99% в одно ухо влетело, в другое вылетело. Но если даже один буквально чел меня послушает и примет это все во внимание, хотя бы что-то. Класс, я свою работу сделал, я молодец, постарался. Кстати, если хотите найти себе небольшое сообщество, в котором можете поделиться своим проектом, который делаете сейчас, или там получить критику, то залетайте ко мне в телегу. Там у нас активный чатик, туда можете скинуть и проекты, порекламировать его и бла-бла-бла. А также не забываем, что у меня есть Boosty, где вы можете каждый месяц лутать наборы 3D-моделей для ваших игрулек и использовать их в коммерческих целях. Да, потому что они все под моим АП. Все ссылки где? Правильно, в описании. С вами был Никита Абрамс. Не забываем поддерживать меня лично лайком и комментарием.
комментариям. Я очень благодарен вам за эту возможность делиться с вами данной информацией. Спасибо, что вы были со мной. До скорых встреч.